Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Романикс Кладоискатель. И сегодня, как вы поняли, речь пойдет о чистке креста, который мы ранее подняли. Видео, как мы поднимали этот крест, и вообще это было небитое место, вы увидите после данного ролика в конце рекомендуемых. А сейчас давайте поподробнее. Крест был найден не глубоко. Земля была чернозем практически, перемешку, там немного песка. Сразу, когда я его поднял, предварительно немного почистив, смочив, обязательно дистиллированной водой, друзья. Из-под крана вода не пойдет, она с хлоркой, там есть примеси разные. Отдельно имею хабарницу под какие-то интересные вещи, вот как раз в этот момент она мне пригодилась. Я ее с собой взял. И спустя 2 недели после того, как все это было залито, крест у меня на столе, и мы сейчас будем его чистить. Будем использовать вот такую кисть, немного ворсики у нас срезаны, и вот такие стекловолоконные палочки, которые замахрены, скажем так, под разным углом, под разные длины ворса и толщина. Вот по толщине они у меня все разные. Вот смотрите, вот прямая заточка, скажем так, да, вот подлиннейший ворс, он более нежный. Так, ну и с этим крестом у меня тоже, я находил оглавие второй створки, я пока что не нашел. Смотрите, вот все 2 недели вот он пролежал в таком состоянии, рекомендую вам тоже это делать, с патиной ничего не случится. Мне с данным предметом мне очень повезло, потому что он полностью, абсолютно полностью весь был в однородной, мраморной, благородной патине. Вот смотрите, вот эти темные места, которые вы видите, это и есть грязь. Отверстие забитое, но в процессе мы ее пробьем. Фон, задний фон рисунка креста тоже, как вы можете наблюдать, весь в грязи, который даже щеткой зубной не очищался. Самое интересное что? Самое интересное то, что сейчас мы это будем чистить, не применяя никаких абсолютно шаберов. Нам понадобятся только эти стекловолоконные палочки. Использую я, как уже говорил ранее, дистиллированную воду. Смачиваем полностью предмет и первоначально щеточкой с не очень коротким ворсом и не очень длинным будем тереть там, где темные места. Темные места — это и есть грязь, это пока что не патина. Я работаю без перчаток, но вам рекомендую одевать перчатки. И желательно еще закрыть как-нибудь дыхательные пути, маску одеть, например. Потому что от этих стекловолоконных палочек мельчайший ворс летит. Забивает все поры на руках, под ногтями, все будет у вас забито. Не совсем, я бы сказал, безопасный способ, но если предохраняться от них, то ничего страшного не произойдет. Я практически в последнее время всегда использую их, и к шаберам можно и не прибегать. В общем-то, постепенно, без нажатия, абсолютно без нажатия, понемножку протираем, откладываем, подсыхает, опять смачиваем, и темные места опять снова повторяем процесс. Повторяем до тех пор, пока что не сотрется наша стекловолоконная палочка. Чем короче будет ворс, тем он будет счищать сильнее. Вот эта стекловолоконная палочка у меня немножко потолще, да не немножко, а в 3 раза. И те места, которые не поддаются тонким ворсам, тонкой палочкой мы трем вот эти потолще. В данном ролике, как вы можете наблюдать, это всего лишь демонстрация, поэтому если есть возможность в большой емкости это делать в воде, тогда для дыхательных путей абсолютно никакой опасности не будет, потому что весь ворс, отскакиваемый от палочек от этих, будет находиться в воде. С оглавием мы закончили и переходим к кресту. Аккуратно. Сначала вот этой большой щеткой я буду смахивать, потому что здесь реально пока что очень много песка и грязи. Обильно смачивая водой, держа под наклоном крест,
будем вымывать самые крупные песчинки пока что. Они смоются, потому что если мы будем стекловолоконной палочкой тереть по крупной грязи, они будут нам стирать эту патину. Самое дорогое и благородное, что есть на этом кресте, естественно, кроме самого креста. Вот смотрите, просто покажу вам для начала, какая грязь на нем. Вот. Видите, это грязь. Запаситесь терпением. Не обязательно это сделать за один раз. Чувствуете, если заленились, отложите лучше. Пусть он также у вас лежит, например, как вот в данном случае у меня лежало в кабарнице, к следующему разу. И вот так, понемножку, постепенно. На видео, к сожалению, конечно, не может передать всех этих все цвета, все вот эти тонкости и нюансы не передает видеокамера. Но, тем не менее, буду стараться вам показать. Кстати, друзья, хотел вам сказать, такую патину вы можете сделать сами на любом абсолютно предмете. С разными оттенками. Зеленая, синяя, светло-зеленая, светло-голубая или какая. Если вы этого не знаете, подписывайтесь, друзья, на канал и становитесь спонсором канала. Постараюсь в ближайшее время показать видео, как наложить такую патину. Такую или с другими оттенками. Но видео будет доступно только для спонсоров. Прошу прощения за такие ограничения, но мотивация для меня тоже очень важна, потому что такие ролики, не совсем легко и просто снимать. Заднюю часть, она ровная у нас на данном кресте. Проводим чистку вот таким широкой кисточкой, и обязательно, вот как и на монетах, смотрю, которые идут в продаже после чистки, гурт никто практически не чистит, мало кто уделяет этому внимания. Также и здесь в данном случае цикл повторял я раз 5, наверное, на данном кресте, пока полностью не очистил. Вот. И самое последнее, самое неудобное, это, конечно, вот гурт, назовем его так. Вот так, как я говорил ранее, под наклоном и в воде более проще будет вымывать всю эту грязь. Вы видите, уже кисточка у меня стерлась, и вот как раз вот это, на этом этапе надо быть очень аккуратным, потому что верхний слой патины будет счищаться, и предмет станет гораздо светлее. Лишнюю жидкость мы не стираем, не сдвигаем с предмета, а убираем вот таким вот способом. Наложили, впиталось, и вот так сверху снимаем. Пусть сейчас у нас все тут впитывается. Переходим еще раз к оглавию. Нам нужно будет прочистить отверстие. И вот сейчас он немножко подсох, вода лишняя испарилась. И мы видим по темным местам, мы можем наблюдать, где еще нам нужно снимать эту грязь, потому что это реально не патина, это грязь.
Вот видите темные пятна? Это грязь. И уже вот эту грязь мы будем счищать вот палочкой, на которой короткий ворс. Но здесь надо быть, друзья, предельно аккуратным, потому что он уже жесткий, этот ворс. Вот грязь в отверстии разбухла, размокла и легко удаляется. После того, как мы почистили предмет, нужно дождаться, чтобы предмет высох. И смотрите, видите, как все переливается. Это мельчайшие частицы стекловолоконной палочки. Вы можете наблюдать у меня их на пальце. Вы можете наблюдать их миллионы на самом предмете. Вот эти частицы надо очень хорошо смыть. Ну, смывать мы будем, естественно, все это опять же в дистиллированной воде, друзья, ни в какой другой. Ни в какой другой, потому что патина может поменять цвет. И вернуть этот цвет вы не сможете абсолютно ничем. Он может стать черным у вас, к примеру. Либо хлор, который содержится в воде из-под крана, проникнет глубоко под патину и разрушать. Вот он у меня помытый. Я этот процесс не стал снимать. Помыл руки, помыл все в округе, включая стол. Ну и также собираем влагу с предмета и даем ему высохнуть. Нашел рамку, в которую в будущем я доведу ее до ума и сюда повешу этот предмет. Вот смотрите, он как высох у нас, какой стал, да? Светло такой зеленый, какой-то матовый, некрасивый. Наша задача его законсервировать, и тогда будет небольшой глянец и контраст прибавится, яркий такой будет крест. Я вот так использую обычную проволочку, делаю, чтобы не трогать руками. Консервировать буду поролоидом B72. И кисточка, обычной кисточкой, которую рисуют красками дети. Просто кунаем. Спиртом можно будет потом помыть кисточку. Кунаем вот так, смачиваем. Можно несколько циклов делать. С данным крестом я проделал такое 2 раза. Вот так наносим на все в округе, абсолютно везде должно попасть. И также вот если имеется у вас такое оглавие, нужно вовнутрь. В итоге я потом просто окунул вовнутрь пузырька оглавие и с обратной стороны. Вот так, дождемся сейчас, когда высохнет. Это 2-й слой у меня. Видите, уже такой глянец. После высыхания он опять становится матовым. После полного высыхания
Ну, я выдержал 2 дня. Просто я за один раз не все сделал. Вот и все. Берем, включаем фен. И просто, если у вас несколько скоростей, сначала не на самой горячей, прогреваем предмет. И вот так растворяется поролоид, у нас верхний слой, как бы плавится. И получается вот такой глянец. Также будем делать с крестом. Если вы перегреете предмет, я раньше делал это над газом, контролируя, вот так держа в руках, контролируя, чтобы не перегреть предмет. Первый признак, что вы перегреваете предмет, это начнет закипание поролоида. Вот так выглядит окончание нашей работы. Патина стала светлее за счет того, что стекловолоконной палочки была пожестче, верхний слой аккуратно был снят. Вот так без шаберов мы легко превратили наш предмет в чистый, идеальный, как он был изначально потерян. Вступайте в группу «Сам себе реставратор», ссылку оставлю в комментарии под видео. На этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся на следующем видео. Пока!